Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем знакомить вас с секретами работы в Windows. И сегодня мы поговорим о таком интересном инструменте, как область просмотра. Итак, область просмотра. Что же это такое? Для чего это нужно и как это ускорит нашу работу с Windows, а именно работу с файлами? Давайте запустим проводник. Вот мы видим, что у нас есть документы, а для того, чтобы быстрее попадать в нужную мне папку, я вынес ее на панель быстрого доступа. Вот по этой ссылочке сверху можно будет посмотреть, как ее настроить. Эта папочка вынесена сюда, и здесь мои файлы. В меню «Вид» я могу переключаться между режимом просмотра файлов, сделать даже вот такие огромные значки, или список, или таблица. Больше всего мне нравится список. Но иногда я переключаюсь на таблицу, потому что у нее есть дополнительные вот такие вот колоночки, кирпичики, поля, по которым можно, например, быстро отсортировать по дате изменения, чтобы наверху стояла самая последняя статья. Но как же мне узнать, что внутри этого файла? Как мне понять, какой там текст? Как мне выбрать правильный файл и отправить, например, его или скопировать? Я должен, наверное, нажать 2 раза, чтобы запустился Word, чтобы посмотреть, что там внутри, да? Нажать 2 раза, чтобы запустился просмотрщик PDF, и я опять увижу, что там внутри. Но ведь это долго. А если мне нужно переименовать файл? Вот я запустил его, когда он запущен, я не могу его переименовать. Программа не даст мне это сделать, да? Давайте попробуем добавить сюда единичку. Компьютер скажет, что извините, файл занят, и я не могу его переименовать. Поэтому ничего не получится. Давайте закроем файл. Так вот, есть такой интересный инструмент, лайфхак, секрет, как угодно называйте, который называется область просмотра. Он находится вот здесь в меню «Вид». То есть нужно нажать «Вид» и «Область просмотра». Справа появляется вот такая вот панель, область, в которой видно содержимое выделенного файла, который вы выделяете слева. Давайте перейдем, например, в режим списка. Вот здесь вот файлы видны с их полными именами. И мы увидим, что выделяя файл, здесь сразу показывается его содержимое. И о чудо, например, в этом режиме я могу переименовать файл. Да? Добавим единичку. Enter. И файл переименовался. Это очень удобно в смысле работы с файлами и для того, чтобы их переименовать, сортировать или каким-то образом ими управлять. Например, посмотрим, какая ситуация с картинками. Да? Вот я перешел в картинки. У меня здесь папочки с картинками. Давайте тоже переключим в список вот эти картинки. Например, у меня здесь есть беспорядочный набор каких-то файлов. Я не знаю, что они тут из себя представляют. Но у меня включена панель «Область просмотра». Я все время называю ее панель. На самом деле это область просмотра. Вот, мне кажется, в Windows 7 она называлась по-другому, поэтому я ее так и называю. Включена область просмотра. Если я ее выключу, да, вот она пропадет, и список появился файлов. А если я ее обратно включу, то будет область просмотра. И таким образом, нажимая на картинку, я вижу содержимое этой картинки и пойму, что же мне нужно использовать в данной конкретной ситуации, либо какую картинку мне нужно переименовать как-то, да, чтобы она мне была более понятной. Да, например, вот это вот переименовали. Таким образом, очень удобно управляться с этой настройкой. Нужно сказать, что вы видите, что когда я нажимаю «Вид», вот эта вот панель с кнопками, очень полезная, появляется, а потом пропадает. Ее можно зафиксировать вот здесь, нажав на вот эту вот стрелочку. Да? Тогда она останется и будет постоянно вам мешаться. Поэтому лучше не надо, давайте обратно свернем. Для чего может в практическом применении понадобиться вот эта вот панель «Область просмотра»? Например, вот когда мы отправляем письмо в Outlook, да, и мы хотим прицепить какой-нибудь файл. Когда мы прицепляем файл, мы не видим его содержимое. Да, вот поиск на этом ПК, мы переходим в наши документы, вот они. Мы не видим содержимое этого файла и не знаем, то мы прицепляем или нет. Но если у нас включена область предварительного просмотра, вот она, показать область предварительного просмотра, эта кнопочка находится здесь, то тогда нам проще выбрать файл, который мы хотим прицепить, потому что он будет здесь показан. Да, вот мои PDF-нички или файлики, или те же самые картинки. Я смогу с точностью выбрать то, что мне нужно, и вставить ту картинку, которая мне нужна, или тот документ, который мне нужен, очень просто найдя его среди этих картинок.
среди этих документов. Вот видите? То есть включение этой панели позволяет мне очень быстро и хорошо и удобно оперировать с файлами. Вот она вот здесь вот находится еще раз. Это если меню вставки файла, да, диалоговое окно. Вот оно выключено, вот она включена. А в самом проводнике, давайте еще раз посмотрим. Здесь отменили, закроем Outlook. В самом проводнике она находится в меню «Вид», область просмотра. И таким образом еще раз можно удобно управляться с файлами и документами. И что немаловажно, переименовывать их прямо в этой панели. А также быстренько видеть их содержимое, не открывая Word или какие-то дополнительные программы, с помощью которых они созданы и которые им назначены для открытия. Такой вот простой секрет позволяет ускорить работу в Windows. Очень полезная фишка, пользуйтесь. Если вы считаете, что это было полезно и реально ускорит вашу работу, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь, поделитесь с друзьями. Спасибо, всего вам доброго, до свидания.